Американская компания Motorola является первой компанией, выпустившей мобильный телефон. Это была модель Motorola DynaTAC 8000X, прям как Терминатор Т-3000, которая вышла в 1983 году. Друзья, на нашем канале SMAPS Education мы продолжаем серию выпусков про интересные кейсы известных компаний и их основателей. Мы разбираем их взлеты и падения, события, меняющие их историю. В прошлых выпусках мы уже говорили о Marvel, о голливудской компании, подарившей нам номинированный на Оскар фильм, о Стиве Джобсе и компании Apple. Многие подобные кейсы разбирают в лучших зарубежных вузах, а истории становления их топ-менеджеров приводят в пример сотрудникам компаний по всему миру. Hello, Moto. Motorola довольно долгое время занимала лидирующие позиции в области коммуникации и встроенных электросистем. В 2010 году она занимала 110-ю строчку в списке Fortune 500. Fortune 500 крупнейших компаний США. А в 2011 году была поделена на Motorola Solutions и Motorola Mobility, вторую из которых позже приобрела компания Google. Как получилось, что у этой компании, занимающейся выпуском мобильных телефонов, был такой ошеломляющий успех, а потом такое же ошеломляющее падение? Настоящим бумом продаж стала модель 1996 года StarTAC. Первый в мире телефон-раскладушка. Это также был один из первых телефонов с вибровызовом. Такую функцию Motorola приобрела от пейджеров, на которых она специализировалась. Модель весила 88 граммов, доказав пользователям, что мобильный телефон может быть действительно удобным. Как результат, продано было около 60 миллионов экземпляров. У кого, кстати, был пейджер? Поднимите руки. Позже была выпущена модель C350, которая появилась на нашем отечественном рынке в 2003 году. Успех этой модели был обусловлен наличием цветного дисплея и доступной ценой. До этого цветной дисплей практически отсутствовал у телефонов. Было там несколько вариантов серых. После него выходит E398, который почти такой же современный, молодежный, как его предшественник, но имеет два динамика. Но по-настоящему популярной стала модель, это хит, ребята, модель Razer V3 2004 года из-за своего дизайна. Это был тонкий телефон-раскладушка, который можно было бы назвать телефоном мечты до появления известных всем айфонов. Модель выпускалась на протяжении 4 лет, и за это время было продано более 130 миллионов экземпляров. Но, как у многих величайших спортсменов, карьера имеет свойство заканчиваться. Так и у телефонов есть свойство выходить из моды. На смену приходят другие, и вот тут-то мы и видим первую ошибку компании. Как футбольный клуб Барселона очень сильно зависела от Месси, так и Motorola зависела от Razer. Нет, безусловно, модель Razer V3 была очень успешна, но ее создатели слишком сильно за нее зацепились и остановились на поддержке только лишь одной модели. Игра не выигрывается одним игроком. Мир не стоит на месте. Компании конкурентов расширялись и придумывали что-то новое. И именно тогда на мировой сцене мобильных телефонов происходит революция. Выходит iPhone. iPhone хотели все. Даже те староверы, которые все еще упорно предпочитали тихонько тыкать кнопочки, хотя как тихонько, все равно внутренне желали iPhone. Еще до iPhone был BlackBerry, который обладал QWERTY-клавиатурой. Его обожали Обама и Мадонна. В 2007 году iPhone утрет нос обоим. Но если коротко, у Motorola не было достойного ответа соперникам. Неудивительно, что интерес к компании стал угасать. Еще до выхода iPhone в 2005 году Motorola допускает одну ошибку, повлиявшую на продажи. Запуск модели Rocker E1, аналогичной своему предшественнику E398, с разницей в дополнительной функции. Клавиши для вызова музыкального плеера, основным отличием которого являлась поддержка сервиса iTunes. Однако Motorola совсем не позаботилась о дополнительной памяти, и хранить на телефоне можно было не более 100 композиций, которые к тому же
очень долго грузились. Как вы думаете, что произошло? Существенные убытки компания начала нести с 4-го квартала 2007 года. В 2008 году было уволено более 3000 сотрудников. Летом того же года еще 4000 человек были отстранены от работы. В 2009 году Motorola продала в 2 раза меньше телефонов, чем годом ранее. Акции за 4 года упали в 4 раза. В 2008 году часть сотрудников перешла в компанию Apple для работы над iPhone. Спустя год компания объявила о своих планах поделить компанию на 2 части, что произошло в 2011 году. Тогда появились 2 компании – Motorola Solutions и Motorola Mobility. А в 2012 году Google приобрел убыточную Motorola Mobility за $12,5 миллиардов, что стало одной из самых крупных сделок в истории Google, что в принципе можно считать неплохой сделкой для Motorola. Основатель компании Google Ларри Пейдж отмечал после сделки, что приобретение компании Motorola позволит расширить количество патентов в компании, что укрепит позиции Android против Apple и Microsoft. Но, похоже, даже у Google не получилось, и еще спустя 2 года и тот продаст ее китайской Lenovo. Зачем китайцам была нужна увядающая Motorola? Да потому что ранее они купили компьютерное подразделение IBM, сделали из него конфетку. Вот захотели повторить успех и с Motorola. Это ведь на минуточку старейший производитель мобильников в мире. Производитель американский, а будет теперь китайский. Сотрудников уволят, производство перенесут в Китай, останется один только бренд. Но вот проблемы не закончатся. Богатенькие китайцы подписали не самый удобный для себя контракт. Тогда в руководстве остался совет директоров американской компании. И он был неприкасаемым. Из-за этого китайцы не могли принимать все решения самостоятельно. И должны были мириться с этим. Еще одна проблема – каша в названиях. Американскую цацку себе взяли, а вот что делать с ней до конца было непонятно. Надо, наверное, сначала название поменять. И была она то Motorola, то Lenovo Moto, то просто Moto, то снова Motorola. Короче, милицию в полицию, Алмату в Нур-Султан и обратно, Сбербанк в Сбер, у богатых свои причуды. Следующая проблема теперь уже китайцев. Проблема с маркетингом. На многих рынках о Motorola забыли. Нужно было работать так, чтобы возвращать свой авторитет. А задача эта максимально сложная, когда ты уже потерял рынок. Помните что-нибудь мощненькое из рекламы Motorola? Кроме легендарного слогана Hello Moto, ничего и не вспомнишь. К нему, кстати, неоднократно потом и возвращались. Взрыв из прошлого, а настоящего нет. Что касается второй компании Motorola Solutions, то ее попытки исправить ошибки привели к распродаже активов. Часть была продана компании Nokia, ну а Nokia потом продала это все Microsoft. Правда, стоит сказать, что это принесло Motorola $1,2 миллиарда в 2014 году. Ну, я все как бы о компании и ни слова о главных ее лицах. Важно знать, что основана она была еще в 1928 году братьями Полом и Джозефом Галвинами. Компания делала блоки питания для радиоприемников, позже и сами радиоприемники. Но поднялась она на чем, как вы думаете? На чем поднимаются американцы? На войне. Как конвейеры Ford и General Motors производили все от военных танков до моторов, Motorola производила радиопередатчики Motorola SCR-3000. Эдакие военные воки-токи, представляющие собой такой металлический рюкзак. На военных рюкзаках Motorola зарабатывала по $80 миллионов в год во время Второй мировой войны и входила в 100 самых важных американских компаний-производителей военной техники. Чем сейчас может похвастаться Motorola, то есть Lenovo, то есть Lenovo Moto? Ясно, что бренд, каким бы он ни был, уже не так популярен, как раньше. Это можно видеть хотя бы потому, что ни вы, ни ваш друг не держат в руках телефон этого бренда. И дочка не просит подарить ей последнюю Motorola. И весь мир в замирании не ждет осеннюю презентацию главы компании. Тем не менее, компания продолжает жить и чувствует себя довольно неплохо. Спасибо китайскому рынку, где можно продать все. Так, например, в 2018 году чистая прибыль компании чуть не дотянула до $1 миллиарда. Motorola перезапустила свой Razr, тоже раскладушку, но уже с гибким экраном, чтобы конкурировать с Samsung Z Flip. Но я вообще, если честно, не понимаю эти раскладушки, тем более, когда она стоит за 100. В целом, если посмотреть на конкурентов, Motorola производит странное впечатление. Как в новинках,
фишках каких-то, так и в рекламе. Нет эдакого вау-эффекта. Есть эффект «зачем?». Если вы покупаете телефон за 100 тысяч рублей, то, скорее всего, вы хотите, чтобы у вас в руке было модное надкусанное яблоко. Или корейская бесконечно пиксельная видеокамера. Если вы, ребята, купили американскую компанию, но все в ней сделали китайское, то почему же цены оставили американские? Ну не может китайский Cherry продаваться по цене Кадиллака. Вот такой философ.